Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как можно оплести бисером риволи диаметром 12 миллиметров. А в конце видео мы с вами немножко поговорим о том, какие украшения можно сделать на основе базовой оплетки, которую мы сегодня сделаем. Итак, мне понадобится кубический цирконий в форме риволи диаметром 12 миллиметров. Вы, конечно, можете взять абсолютно любой кристаллик. Это может быть стекло или даже акрил. Важно, чтобы диаметр у него был 12 миллиметров. Бисер я буду использовать от японского производителя Тоха. И мне понадобится цилиндрический бисер 22 цвета. Видите, он такой золотистый, нежный цвет. Чуть-чуть бисера в размере 15,0. Здесь уже цвет 22B, то есть он совсем немножечко темнее, чем предыдущий. Также мне понадобится капелька 15 размера бронзового бисера. У меня это 221 цвет. И чуть побольше 15 размера бисера гранатового цвета 5C. Плести я буду с помощью иглы гамма N315. Вы можете взять ту иглу, которая есть в вашем распоряжении. И единственное, что нужно учитывать, такая игла вместе с нитью должна спокойно проходить в бисер 15 размера. В качестве нити я буду использовать Farline. Вот такой серый. Выбрала я толщину 0,16 мм. На самом деле для плетения вы можете брать любую прочную нить. Просто я предпочитаю Farline, поэтому буду плести именно на нем. Я взяла нить длиной 1 метр, но для базовой оплетки этого будет даже многовато. В принципе, хватило бы и 80 сантиметров, но лучше пусть немножко останется, чем не хватит. Итак, для начала плетения я наберу на мою иглу 32 бисерины в форме трежер. Опускаю бисер вниз по моей ниточке, так чтобы остался хвостик длиной буквально 7-10 сантиметров, чтобы за него было удобно придерживать рукой. Завязываю один узелок. Получается вот такое колечко. Теперь я прохожу моей иглой с нитью сквозь весь этот бисер еще раз. Хвостики моих нитей снова встретились, и я завяжу здесь и еще один узелок. Ну а теперь начинаем, собственно, плести. Для этого я прохожу буквально на 2-3 бисеринки вперед от узелка, просто чтобы отойти от него в сторонку. Моя нить выходит из одной из бисеринок. Я набираю на иглу одну бисеринку в форме трежер, пропускаю одну бисеринку в моем колечке и вхожу в следующую бисеринку. Вот так получается. Подтягиваю нить. И бисеринки у меня становятся своеобразным крестиком. Теперь я набираю на иглу одну бисеринку 15 размера, такую же золотистую, чуть-чуть темнее. Опять пропускаю одну бисеринку трежер по ходу движения, в следующую вхожу. Опять подтягиваю нить. У меня уже два крестика. Опять беру трежер, пропускаю одну бисеринку по ходу движения, в следующую вхожу, нить подтягиваю. Снова пятнашку. Одну бисеринку пропустила, в следующую вхожу. И у меня получаются вот такие крестики. Поскольку в этом ряду у нас используется разного размера бисер, для нас очень важно, чтобы те бисеринки, которые мы приплетаем, становились у нас в правый ряд. Для этого я слегка придерживаю бисеринку, которая у нас уже есть. Тогда в процессе подтягивания новая бисеринка неизбежно становится у меня справа. Видите? В данном случае это бисеринка трежер. Теперь я беру бисеринку 15 размера. Опять пропускаю одну бисеринку, в следующую вхожу, придерживаю ту бисеринку, сквозь которую нить у нас не проходила, и подтягиваю. И вот у нас бисеринка 15 размера тоже стала справа от бисеринки трежер, которая у нас уже была в колечке. Итак, я снова беру бисеринку в форме трежер, опять одну пропускаю, в следующую вхожу, подтягиваю ниточку. Вот так. Вот здесь у меня должна выйти ниточка. Вот крестик, вот его вершина. Ниточка здесь у меня выходит. Я набираю на иглу
бисеринку 15 размера, одну бисеринку пропускаю, в следующую вхожу. И здесь моя задача сразу же подняться в ту бисеринку, которую мы приплели первой. Если это не получится, ну, значит, можно сделать это за 2 раза. Приплести пятнашку, а потом уже подняться в выступающую бисеринку. Подтягиваю нить. Переходим с вами в следующий ряд. Здесь все будет гораздо проще. Мы берем бронзовую бисеринку 15 размера и приплетаем ее между выступающими бисеринками. Всякий раз бисеринки у нас будут чуть-чуть разного оттенка и размера. Видите? Вот это у меня бисеринка Treasure, а это пятнашка. Пятнашка чуть-чуть меньше и чуточку темнее. Подтягиваю нить, и получается вот такой результат. Беру следующую бронзовую пятнашку и вхожу в следующую выступающую бисеринку. Опять же у меня вот пятнашечка, вот Treasure. Подтягиваю нить, бисеринка становится в плетении. И вот так бисеринка за бисеринкой я сейчас приплету 16 бронзовых пятнашек и покажу, что будем делать с вами дальше. У меня на игле заключительная бронзовая бисеринка 15 размера. И мне нужно приплести ее вот сюда между золотистыми бисеринками. Я вхожу в золотистую бисеринку, которая идет у меня по ходу плетения, и сразу же поднимаюсь в бронзовую бисеринку 15 размера, которую мы в этом ряду приплетали первой. Как следует подтягиваю ниточку, и у меня получается вот такой результат. Я думаю, вы видите, что плетение мое понемножку стягивается. Для того, чтобы закончить плетение на лицевой стороне нашего кристалла, мне осталось приплести всего один ряд. И это будут бисеринки 15 размера, красного, даже гранатового цвета. Я буду приплетать по одной бисеринке между выступающими бисеринками бронзового цвета. Их отлично видно, поэтому берем бисеринку, входим в следующую бронзовую. Берем еще одну красную, входим в следующую бронзовую. Подтягиваем ниточку. Получается вот такой результат. Идем так до конца ряда. Мне осталось приплести одну гранатовую бисеринку. Ниточка у меня выходит сейчас из очередной бронзовой пятнашки. Гранатовая пятнашка у меня на игле. И я вхожу иглой в бисеринку бронзового цвета. И сразу же поднимаюсь в первую красную бисеринку, которую мы приплетали в этом ряду. На этом плетение данного ряда у нас завершено. И плетение лицевой стороны оплетки нашего Риволи тоже завершено. И сейчас я должна уйти на изнаночную сторону по плетению. Сделать это очень просто. Я вхожу в ближайшие бисеринки, которые идут по ходу движения нити, и двигаюсь вот так по диагонали. Вошла в бронзовую, потом в золотистую, подтягиваю ниточку. Но для того, чтобы, во-первых, закрепить нить, а во-вторых, для того, чтобы мое плетение шло вот так же от меня, мне просто так удобнее плести, я разворачиваю плетение. Вот сейчас у меня выходит нить из бисеринки Treasure. Я разворачиваю плетение. Теперь ниточка смотрит на меня. И я вхожу иглой с нитью в бисеринку Treasure, которая стоит рядом с ней. Смотрите, сейчас я подтяну ниточку. Она спрячется между бисеринками. Ее не видно, но на этом нитка застопорилась. И плетение, которое у нас на лицевой стороне выполнено, уже не расслабится. Можем с вами выполнять изнаночную сторону плетения нашего Риволи. Для этого между каждой парой бисеринок Treasure я приплету сейчас по красной пятнашке. То есть беру на иголочку красную пятнашку, вхожу в следующую выступающую бисеринку Treasure золотистого цвета и подтягиваю нить. Получается вот такой результат. Беру следующую красную бисеринку, вхожу в очередную выступающую золотистую бисеринку, опять подтягиваю нить, беру еще одну красную, вхожу в следующую выступающую бисеринку Treasure золотистого цвета, опять ниточку подтягиваю, получается вот такой
результат. Надеюсь, вам видно и понятно. Дойду до конца ряда, покажу, что будем делать дальше. Я приплетаю предпоследнюю бисеринку в этом ряду. При этом нить слишком не затягиваю. Беру еще одну красную пятнашку и так же, как мы делали в предыдущих рядах, вхожу в ту бисеринку, к которой мне нужно ее приплести. В данном случае это золотистая бисеринка в форме Treasure. И сразу же поднимаюсь в новый ряд, то есть в первую красную пятнашку, которую мы приплетали в этом ряду. Подтягиваю ниточку, бисеринка становится у меня на свое место. Получается вот такой результат. Прежде чем продолжить плетение, мне нужно поставить в оплетку мой Риволи. Ставлю я его лицевой стороной вниз. Вот так. Поскольку после того, как я поставила Риволи в мою оплетку, плести мне придется в обратном направлении, а для меня это не очень удобно, я снова разверну нить в своем плетении тем же способом, как я уже делала. Я просто ее застопорю. В данном случае достаточно просто в обратную сторону войти в бисеринку, которая стоит под красной бисериной. Видите? Сейчас я затяну нить. Она встанет у меня между этими бисеринками. И направление плетения у меня сразу же поменялось на удобное для меня. Если вам может быть удобно плести к себе, вам такую манипуляцию можно не проделывать. Теперь все, что мне нужно, подняться в верхний ряд моего плетения. Для этого я просто прохожу по бисеринкам, вот так, по диагонали. Иголочка сама в них проходит, здесь нет ничего сложного. Нить подтягиваю. Поскольку у меня фарлайн, очень важно следить, чтобы он никуда не зацепился, потому что эта ниточка тонкая, она может зацепиться за любую бисеринку. И если вы обнаружите это после того, как существенно продвинетесь в плетении, исправить это будет достаточно сложно. Итак, моя нить снова выходит из красной пятнашки на изнаночной стороне моего кристалла. И в следующем ряду мы снова будем приплетать красные пятнашки. Моя задача продолжить стягивание оплетки моего Риволи. Поскольку у меня и так уже бисер 15 размера, бисера более мелкого размера у меня нет, поэтому поступаем следующим образом. Нить вышла у меня из пятнашки. Я такую же пятнашку на иглу взяла. В следующую пятнашку вхожу, нить подтягиваю и, не набирая на иглу новую бисеринку, вхожу в следующую выступающую пятнашку. Получается вот так. Теперь я снова беру бисеринку 15 размера, вхожу в следующую по ходу плетения пятнашку, но теперь уже сделаю это одним движением. Две выступающие красные пятнашки я сразу нанизываю на мою иглу. Подтягиваю нить. И я думаю, вам видно, что плетение мое начинает стягиваться за счет того, что бисеринки я приплетаю через одну. Беру следующую пятнашку и прохожу иглой сквозь следующие две выступающие пятнашки. Опять подтягиваю нить. Следующая пятнашка. Вот ниточка у меня выходит. И я прохожу иглой сквозь следующие две пятнашки выступающие. Нить подтягиваю. Видите, как заворачивается мое плетение на изнаночную сторону моего Риволи. Таким образом я дойду до конца ряда. И за счет того, что бисеринки я буду приплетать как бы через одну, а в этом ряду вместо 16 бисерин у меня останется только 8. Приплетая каждую бисеринку, я как следует подтягиваю нить для того, чтобы оплетка у меня была достаточно плотной. И вот у меня 8-я заключительная пятнашечка в этом ряду. Ниточка выходит из пятнашки. Я прохожу иглой сквозь следующие две пятнашки. И вторая пятнашка в данном случае это та пятнашечка, с которой мы начинали. Возле нее, видите, есть
приплетенная уже бисеринка. Подтягиваю нить и выхожу, как обычно, в первую бисеринку, которую мы приплели в данном ряду. Это бисеринка, которая находится на вершине треугольничка. Вот что у меня получилось. Учитывая, что у меня кубический цирконий, его тыльная сторона не покрыта никакой краской, прекрасно выглядит и она не пострадает во время носки, по большому счету можно остановиться и на этом. Но я хочу, чтобы тыльная сторона моей серьги была больше прикрыта и, соответственно, более надежно она в этой оплетке удерживалась. Поэтому я выполню еще несколько рядов. Итак, нить у меня сейчас выходит из вершинки треугольника. Треугольник у меня состоит из красных бисеринок. Я набираю на иглу 3 красные пятнашки и вхожу в следующую вершинку треугольника. Видите, да? Подтягиваю нить. У меня получается такая своеобразная дуга, которая соединяет вершинки треугольников. Я снова набираю на иглу 3 красные пятнашки и вхожу иглой в следующую по ходу движения вершинку. Опять нить подтягиваю. У меня получилась еще одна дуга. Таким же образом я дойду до конца ряда. Я приплетаю предпоследнюю дугу. И у меня осталось местечко еще для одной дуги. Сейчас я соединю вот эту вершинку с той вершинкой, из которой у меня выходит первая приплетенная в этом ряду дуга. Снова беру 3 красные пятнашки на иглу. Вхожу иглой в вершинку этого треугольника. Здесь важно не ошибиться и войти не в нижний угол этого треугольничка, а именно в вершинку. Подтягиваем нить. Все дуги у нас готовы. Для следующего ряда плетения нам нужно подняться в вершину дуги, которую мы приплели. Для этого мы продвигаемся иголочкой по ходу нашего плетения и поднимаемся в среднюю из 3 бисеринок этой дуги. Видите, да? У нас дуга состоит из 3 бисеринок, нам нужно подняться в среднюю. Нить подтягиваем, набираем на иглу 1 пятнашку и входим в среднюю бисеринку следующей дуги. Вот так, видите, будет получаться. Из этой дуги получается тоже такой своеобразный треугольничек. Подтягиваю нить, и эти треугольнички у меня между собой вот таким образом соединяются. Снова беру красную бисеринку и вхожу в центральную бисеринку следующей дуги. Опять ниточку подтягиваю и таким образом двигаюсь до конца этого ряда. Очень удобно, что есть хвостик, за который можно придерживать. Деталька совсем крошечная, и удерживать ее просто в руке не всегда удобно. И заключительная. Здесь все как обычно. Видите, я вхожу в центральную бисеринку, следующей по ходу движения дуги, и сразу же поднимаюсь в ту бисеринку, которую мы в этом ряду приплетали первой. Здесь давайте сделаем в 2 этапа. Итак, соединяю между собой оставшиеся 2 дуги. Получается вот так. Видите, какая изнанка? Мне кажется, очень симпатично. И вхожу в бисеринку, которая была приплетена в этом ряду первой. Все, я оказалась в следующем ряду моего плетения. А вот так выглядит сейчас изнанка моего риволи. А вот так выглядит лицо. Как видите, здесь все натянулось и смотрится очень красиво. На этом этапе, опять же, вам нужно принять решение, достаточно ли этого плетения. И если у вас кубический цирконий, как у меня, ну или кристалл, у которого тыльная сторона не покрыта никакой краской, на этом можно остановиться. Если здесь у вас краска, я рекомендовала бы закрывать кристалл полностью. Для этого достаточно будет приплести еще по одной бисеринке между теми 8, которые у нас уже есть, соединив их между собой. И тогда у вас скроется тыльная сторона вашего кристалла. Но поскольку у меня циркон, я на этом остановлюсь. И сейчас для того, чтобы стянуть окончательно этот ряд, я вот таким образом пройду сквозь все бисеринки, которые в нем участвовали. Эти бисеринки видно,
они сверху, видите, одна как бы чуть пониже, другая чуть повыше. Чуть пониже бисеринка из предыдущего ряда, та, что чуть повыше, это бисеринка из того ряда, который мы приплетали последним. Вот так я сейчас это все подтяну. Пройду по всем этим бисеринкам. Можно пройти один раз, можно два. Все зависит от того, хватает ли у вас длины нити, позволяют ли отверстия в бисере пройти сквозь них дополнительный раз вашей иголочки с ниточкой. Я пройду один раз, потому что у меня фарлайн, нить очень прочная. Толщину я подобрала таким образом, что 2 проходов мне будет достаточно. А если вы плетете фарлайном, как я, узелки завязываются вот так просто на ниточке между любыми 2 бисеринками. Видите, я прошла иглой под нить, у меня получается петелька, и я такой обычный узелок завязываю. Единственное, что нужно, отследить, чтобы узелок завязался действительно на ниточке, а не на бисеринке, чтобы бисеринка никакая в узелок не попала, потому что это будет не очень красиво. Прохожу в следующие 2 бисеринки, подтягиваю нить, и поскольку у меня фарлайн, узелок тут очень маленький, он прячется даже в отверстие такой крошечной бисеринки, как бисеринка 15 размера. Опять пройду иглой под ниточку, сделаю вот такую петельку, затяну еще один узелок. Вот видите, я сделала это неаккуратно. У меня в узел попала бисеринка, и в этом случае ниточку видно. Так делать не нужно. Сейчас я ослаблю этот узелок и исправлю эту нехорошую ситуацию. Произошло это из-за того, что узел затянулся не там, где у меня вышла нить, а на одну бисеринку раньше. Сейчас я это поправлю. Вот так. Видите? Теперь все хорошо. Ну и теперь я просто пройду еще чуть-чуть вперед. Можно уйти в любое место между бисеринками, натянуть нить и отрезать. Поскольку я буду использовать этот риволи в дальнейшей работе, ниточку я сейчас обрезать не буду, но как это делается, покажу вам на примере хвостика, который у меня остался. Кто-то вдевает этот хвостик в иглу, прячет его где-то между бисеринками, завязывая еще несколько узелков. Я считаю, что в данном случае в этом нет никакой необходимости. Достаточно просто его обрезать. Вот так намотаю этот хвостик на палец, беру горелку, нажимаю кнопочку, и вот так одним касанием ниточка у меня отрезана. Видите? Никаких следов от нее не осталось. Итак, базовое плетение риволи у нас с вами готово. Мне очень нравится этот результат. Разумеется, если взять кристалл другого оттенка, туда нужно подобрать другие оттенки бисера, так, чтобы это смотрелось красиво. Но в данном случае я взяла именно красный цвет, потому что красный кристалл – это один из вариантов центрального элемента моих кулонов на основе дисков серебряного или бронзового цвета. На канале у меня есть подробнейшие мастер-классы по созданию таких кулонов в сине-серебристом и в зеленом цвете, где именно 12-миллиметровые риволи используются. Но поскольку я продаю к таким мастер-классам коробочки с материалами, коробочка у меня есть в том числе и в красном цвете. В коробочке, конечно, все написано, какой бисер для чего предназначен, и вышивку можно сделать самостоятельно. Но, дорогие друзья, если вам интересно, напишите мне, и я сниму мастер-класс по кулону именно в красном цвете, и в нем уже будет использован кубический цирконий, а не стеклянный кристалл. И он будет у меня без оправы, а именно вот в такой бисерной оплетке. Для тех, кто готов делать это самостоятельно, сразу объясняю, что здесь выступает острый кончик. И для того, чтобы этот кристалл более уверенно чувствовал себя на фетре, в фетре можно сделать крошечное отверстие буквально на 2 мм, погрузить туда острие, и тогда более плотное прилегание кристалла к фетру будет. Пришить этот кристалл к фетру нужно за выступающие вот здесь бисеринки.
Просто нужно сделать это за одни и те же бисеринки, то есть бисеринки одного ряда. Желательно, во всяком случае, сделать именно так. И будет у вас вот такая красота. Но это лишь один из вариантов применения вот такого оплетенного риволи. На самом деле из такого риволи можно сделать кулон, можно сделать серьги, можно сделать кольцо. Для того, чтобы было понимание, о чем я говорю, покажу вам только два варианта. Вот, например, такой вариант. Здесь, правда, чуть-чуть другой бисер я использовала, но тем не менее схема оплетения ровно та же самая. Как видите, с использованием бисера, биконусов и ронделей можно получить вот такой потрясающей красоты подвесочку. Или, например, такой результат можно получить. Если прикрепить сюда такую же петлю, как здесь, тоже получится подвеска. Или же это может быть серьга. Или же можно продолжить немножко плетение и получить из этого шикарного элемента кольцо на ваш пальчик. Посмотрите, какая это может быть красота. Практически ювелирное украшение. Как вам такой результат? Надеюсь, вам нравится. Мне самой больше понравился вот такой вариант плетения. И в одном из ближайших видео я покажу вам, как из базовой оплетки получить вот такую красоту. Наверное, в этом мастер-классе я сделаю пару серег. Но если вам интересно, как из такого элемента сделать кольцо, пишите, я обязательно покажу и такой вариант. Вот, пожалуй, и все, что я хотела вам сегодня показать и рассказать. Надеюсь, мое видео вам понравилось и было кому-то полезным. Если это так, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарии, я с вами с удовольствием пообщаюсь. Я же желаю всем отличного настроения, приятного творчества и до скорых встреч на моем канале.